стартовать. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. Начал потихонечку разбираться с этим газотурбинным ВСУ, который буду превращать в турбореактивный двигатель. Буду добиваться тяги. Сегодня мы даже попробуем поддать немножечко жидкого. Для этого я разобрался с топливной системой, да и с масляной системой подразобрался. Осталось мне лишь понять, как подключить его. Найти шланги, найти бачки и подключить электросхему. С ней пока что еще не до конца разобрался. Пришлось убрать кое-что лишнее, потому что здесь пытались его, видимо, запускать. Ну, хотели, либо пытались и немножко преобразовали этот чудо-двигатель. Например, часть форсунок была отключена. Можете заметить, трубочка не желтого цвета. Это я ее уже сюда приколхозил, замкнул контур. Потому что в системе было только 3 форсунки. И они должны были подсоединяться через отдельный клапан, который здесь вот так вот как-то под углом прикручивался. И была возможность подавать топливо в двигатель, минуя автомат топливоподачи и минуя все остальное. Мы же будем его пробовать запитывать именно со всей автоматикой. Я уже наелся вот этих вот кустарных запусков, хочется запускать по-настоящему. Прикрутил пару манометров для того, чтобы контролировать процесс. Один из них запитан на штатное место проверки давления масла. Ну, а второй я просто врезал, чтобы контролировать подачу топлива. Здесь до 20 бар должно быть давление. Масло я, честно говоря, не помню. Ну, думаю, около 3-4 бар. Это нормальный будет показатель. Ну, в общем, тут все в автомате работает. Надо еще немножечко проштудировать документацию, чтобы понять более полно, более точно. Восстанавливал систему топливоподачи по вот этой схеме. Прорисовал более полно циферки. Вот они были здесь затертые. И, в общем-то, разобрался, что куда идет. И вообще как подключать. Итак, немножко полезной информации для тех, у кого тоже такой двигатель имеется. И кто будет пытаться его подключать. В общем, на вот этот патрубок поступает масло. Это входной патрубок. Масло, как я раньше думал, должно поддаваться под давлением, но нет. Похоже, что все-таки оно самотеком сюда поступает. Либо засасывается самим двигателем, крыльчаткой. Ну, в общем, без дополнительного насоса в ход. На схеме, во всяком случае, он не был обнаружен. Далее масло идет в двигатель, распыляется форсунками там на подшипнике. Все это прекрасно дело работает, все вращается, масло нагревается. И затем оно, откачивающей крыльчаткой, выходит через этот патрубок. И должно подаваться в маслоотделитель, в суфлирующее устройство, а далее стекать на дно бака. Там еще должен быть масляный радиатор, который будет охлаждать маслицо, потому что оно довольно-таки сильно нагревается. Есть еще суфлирующая система, то есть это с того же канала подшипникового, грубо говоря, выходит воздух, а точнее некий газ, который неизбежно проникает в масляный туннель. И он должен как-то отфильтровываться от масла, то есть должен стоять опять же какой-то маслоотделитель, какой-то суфлер. Должно сбрасываться давление, то есть давление не должно в канале накапливаться, иначе трудно будет подавать масло. Нужно будет его под большим давлением туда качать, там, ну и так далее. В общем, вот он патрубок. Пока его никуда не подключал, чтобы первоначально поддать жидкого, это делать не обязательно. Здесь есть еще один небольшой штуцерок, который соединяется где-то там в канале вот с этим. Ну, то есть если сюда подуть, с этого в отверстие идет воздух. Они как-то там сообщаются, пока он заглушен, пока до конца не разобрался, для чего это надо. Есть еще штуцерок воздушный, то есть можно брать воздух. Некое количество, потому что оно соединено именно с компрессорной частью, с наружным контуром. И этот отвод находится сразу за зоной спрямляющего аппарата. Хотел подключить манометр, чтобы контролировать степень повышения давления, но подключу немножко позже. Для начала опять же оставлю так, как есть. Вот, это что касаемо масляной и суфлирующей системы, ну, грубо говоря, системы картерных газов, если на ДВС это переложить. Далее, как работает топливная система. Здесь все достаточно просто.
И на один, и на второй насос подается один шлангом. Патрубок был обнаружен в этом месте. С одного штуцера по трубе идет сразу в главный топливный насос. Кстати, обратите внимание, я уже трубопроводы не паяю, а свариваю. Ну, а с другой стороны, также по трубе идет впусковой топливный насос. Далее распределение довольно-таки хитрое. Тут есть и перепускные клапана, которые сбрасывают с выхода на вход давление. И различные распределительные устройства, такие как вот это автомат топливоподачи. Ну, как я уже говорил, здесь вроде бы как все нормально собрано и можно этому доверять. Единственное, разобраться, в какой период времени, когда что подключать. Здесь два соленоида, катушка, вот она какая, которая вырабатывает искру. Кстати, там интересный искровой разрядник, я заглядывал внутрь, то есть не как обычная свеча, а именно два штырька навстречу друг другу, и здесь вырабатывается искра. А вот сюда прыскается с форсунки топлива. Короче, система крайне мне понравилась. Очень хорошая, очень интересная. Сейчас моя задача следующая. Продолжаю все это дело собирать. Поставлю корпус. Прогреваю контровочные шайбы. Они будут устанавливаться на турбину. Прогреваю для того, чтобы снять напряжение. Конечно, лучше было бы взять новенькие, но новых нет, ребят. А использовать их нужно. И нужно по максимуму защититься. Поставил меточку мелом. Подключил провода силовые. Сейчас мы его сможем дернуть и посмотреть, насколько хорошо работает электростартер. Как я понял, эти электромоторы работают все время в одном направлении. Как их не подключай, они крутят правильно. Это, конечно же, большой плюс. Я думаю, он и от переменки в таком случае должен работать. Первая попытка хорошенечко провернуть этот двигатель. Четыре с половиной тысячи оборотиков. Хочется научиться пускать его от одного аккумулятора 12 вольт. Это было бы прям вообще великолепно. Так как он очень сильно раскручивается, возможно, эта процедура будет успешная. Сейчас постараюсь все доподключать и попробуем поддать жидкого. Ну что ж, ребята, вы будете смеяться, но я уже готов дать огня. Подключил тут по минимуму электронику. Вот так у нас работает искра, ну а на этот провод я просто подключил клапан. И сейчас мы попробуем. Ну не могу я удержаться, уже когда почти все готово, уже хочется быстрее стартовать. Здесь есть отверстие, вставлю туда отвод от газового баллончика и мы попробуем стартануть. Ну, в общем, какие-то такие звуковые эффекты, поджигается. Довольно-таки уверенно, надо действовать дальше. Поддавать уже на форсуночки, как положено, по-взрослому. Хватит баловаться, потащи.
О, хорошо. Значит, какая у нас здесь ситуация? Чтобы сильно не испугаться, ибо оно шарашить автоматически как бы должно. Тут уже не поуправляешь процессом никак. Будет само раскручиваться, поэтому предлагаю использовать маленькую бутылочку, чтобы, если что, запас быстро израсходовался. То есть сама бутылка это автоматический выключатель. Да, не знаю, насколько ее хватит, ну, попробуем. А маслицо, сейчас я проверю, как оно качает, не качает. И будем думать, как его лучше стартануть. Это хорошая идея, по-моему. Подключил масло на бачок, теперь все по-взрослому. Будет со смазочкой, как положено. Прокачку топлива я проверял, вроде бы работает. Ну, а с маслом было не так все просто. Пришлось долго прокачивать. Но зато теперь все работает. Показываю. Так, ключ на старт. Видно, что с обратки течет масло. Когда движок раскрутится до безумных оборотов, я думаю, оно лучше течь будет. Ну, а пока вот так, тоненькой струйкой. Но это показывает, что в принципе работает. Перед первым запуском обязательно нужно проверить дренаж. Здесь вот, если что-то скопилось, например, тоже масло, когда есть протечки, то при откручивании этого штуцера нужно слить все остатки. Я уже сливал, здесь все сухо, масло не проникает в камеру сгорания. Это хорошо, хороший знак. Хотя движок сейчас имеет некий наклон. Ты мне скажи, ты готов? Я готов. А я готов? А я Ты готов? всегда готов, по-моему. Так, шлангочка что-то короткая. Какую продолжительность времени или ты маякнешь, когда разомкнуть? Ну, как раскрутится, грубо говоря. Либо маякну. Сейчас я включаю, а ты замыкаешь. И оно, по идее, само должно начать запускаться. Хорошо. Понеслась? Замыкаю сразу или там спустя секунд 5? Спустя секунды 4. Угу. Давай. Топливо не пошло. Не пошло? Ну, отмыкай. Ага. Так, первая попытка неудачная, почему-то не пошло топливо, хотя ранее оно шло. Попытка номер 2, да? Давай. Давай. Держи. Не сгорело там ничего. Жестко было, да? Жестко, так из-за вихрения. Керосин почти закончился. Отмыкай. В общем, как-то так, ребят. И хорошие новости, и плохие. Движок запустился, запускается автоматически, все классно. Но, блин, под конец мы тут уже пару раз баловались, пару дублей делали, чтобы все заснять одной камерой. Но вот под конец, на третьем дубле, пошли вибрации. И, короче, вот здесь это покрытие сточилось. Видно, не угадал я эту крыльчатку. Это раз. На задней крыльчатке тоже не все хорошо. Она касалась стенок по окружности и разогрелась в точке, чуть ли не до бела. Ну, короче, вот видите, когда разбираешь турбореактивный двигатель, его потом надо еще суметь собрать. Хоть я крыльчатки и не снимал, но крыльчатки до меня
снимались и нарушили балансировку. Теперь оно вот так работает. Хотя движок, конечно, классно запускается. Мне очень понравилось. Все в автомате, все четенько. Он даже на взлет в какое-то время пошел. То есть появилась тяга. Ладно, надо что-то думать, что-то пробовать. Даже не знаю, что теперь делать с ним. Разбирать, что ли, опять? Это боль, конечно, с этими крыльчатками, с этой балансировкой. Ну, все при вас происходит, ребят. Вы видите. Разбирать их нельзя категорически, если не знаешь, как потом балансировать. Так что мой вам большой совет, если у вас появилась такая чудо-вещь, никогда не снимайте ротор, если в этом нет большой необходимости. Потому что при сборке нужно будет попасть и подшипники обратно, как стояли кольца, и все крыльчатки, и затянуть с тем же самым моментом. Потому что обороты очень огромные, и любой малейший дисбаланс, видите, к чему приводит? К выходу из строя двигателя. Я сейчас попробую открутить и перекрутить кок. Я его поставил на свое место. Но где гарантии, что до меня, когда разбирали его, поставили на свое место? Здесь гарантии нет в этом плане. Потому что меток каких-то там я не обнаружил, чтобы сравнить. Ну вот я могу перекрутить сейчас. И еще разочек стартанем, посмотрим, как будет. Оборотики достигли примерно 15 тысяч. Я замерял. Вот так мы сейчас ее переставим. Здесь всего два положения. Так. Посмотрим. Даже не знаю, как-то немножко страшновато. Легче. Ну что, ну срабатывает? Попробуй. Срабатывает, да? Так, надо проверить, не налилось ли там масло. Так, ну что? Риск – дело благородное, надо рисковать. Что теперь делать? Значит, изменилось то, что сейчас я подключил второй аккумулятор. Будет гораздо быстрее раскручиваться. И как бы интенсивнее все это дело будет происходить. Значит, надо быстрее там сокращаться. Раз, два. Раз, два и включаешь. Окей? Окей. Не загорелось, отключай. Теперь надо ждать, пока остынет. Давай, наверное, сразу. Я так попробую как-нибудь его. Как-то не знаю как. Так. Ну что ты, заработаешь ты или нет, а? В кои-то веки. С первого дня двигатель заработает или нет? Да, вибрации страшенные просто. Ну, как с ними бороться, я даже не знаю. Как? А где были вибрации? Везде? Короче, лютейший двигатель. Что делать только с вибрациями, непонятно. Вот здесь видно было столб пламени. Это из-за того, что работала пусковая форсунка. То есть она создает некий дисбаланс. Когда она отключится, когда он выйдет в режим, по идее, здесь вот такого огненного выроста быть не должно. Но вибрации, конечно, жуткие. И все время хочет он улететь у нас. Приходится останавливать. Ой, так, что же здесь? Изменилось что-нибудь или нет? Непонятно. Ну, вроде бы на лопатках стружки нет коричневой. Хотя оно, скорее всего, уже все стерлось. Ее не будет. Непонятно, что делать дальше. Что-то не повезло здесь с балансировкой прям совсем. Турбостартеры нормально работали, кстати, в этом плане. Так, сейчас запуск будет после преображений небольших. Подточил крыльчатку, потому что она стерлась неравномерно. И по идее сейчас балансировка должна быть получше.
блин. Страшно просто, офигеть. Получается, когда я перестаю стартером раскручивать, подхватывает уже основной насос и начинает, уже продолжает развивать это движение. И он адски просто начинает максать. Это просто какой-то зверь. Обязательно, да. Я стартер бросаю, и ты автоматом бросаешь искру. Шутки в сторону. Сделали упор. Вот здесь противооткатное устройство, которое упирает наш двигатель в станок. Станочек весит тонну 150 килограмм. Должно хватить этой массы, чтобы оно у нас на взлет не пошло. И будем стартовать адски просто. На этот раз просто адски будем. Просто адски стартовать. Вы посмотрите, как адски топливо уходит. Вам понравится. Единственный стопор здесь — это вот эта бутылка. Ибо я не знаю, как его останавливать. Так, ты готов? Да готов, блин. Ну что, понеслась? Вибрации адские. Вот так. Все хорошо, но вибрации адовые просто. Страшно рядом с такими вещами находиться. Так что, ребята, возможно, ваши мечты сбудутся, и придется его полностью разбирать, как-то что-то балансировать, хотя бы турбину, хотя бы статически, потому что вибрации очень космические, очень жесткие. А работает, ну, просто великолепно. Согласен. Ты поддерживаешь? Я поддерживаю. Я поддерживаю. Сейчас вы увидели, как этот газотурбинный двигатель вышел в режим. Он работал сам, без моей поддержки. И пока не закончилось топливо в бутылке, насос перестал его захватывать, он поддерживал самопроизвольное горение и адскую тягу, как я думаю. Потому что звук был, друзья, это словами не описать. ГТД 350 отдыхает, если честно. Там немножко все по-другому работает. Но зато, справедливости ради, хочу сказать, что у ГТД 350 не было вибраций. Таких адовых, как здесь. И эксплуатировать такой двигатель очень страшно. Масло после нескольких запусков поменяло цвет. Сейчас оно какого-то зеленоватого оттенка. Раньше было вот такое вот желтенькое, прозрачное. Сейчас такое. Циркуляция масла нормальная. Запуск очень уверенный, очень хороший. Самопроизвольно все выходит в режим. В следующем видеоролике не знаю, что буду делать, но если вы хотите, чтобы я продолжил заниматься этим движком, поддержите лайком, поддержите комментом и просмотром, ребята. У меня на этом все. Всем пока, до новых встреч. Это что такое было? Заработал, что ли? Такое впечатление. Страшно, блин. Страшно просто, офигеть.